Дальше мы с вами будем вязать переднюю часть туловища вместе с ножками. Вначале мы свяжем ножки. Берем вот такую нашу мягкую ниточку. Делаем кольцо амигуруми. И набираем в него 6 столбиков. 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер, чтобы определить начало ряда. И вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. Не забывайте считать столбики, чтобы не сбиться. В первую петельку провязываем 2 столбика. 1, 2. Мы с вами сделали первую прибавку. Во вторую петельку провязываем 2 столбика. У нас с вами 12 столбиков. Следующие 2 ряда, это второй и третий, мы вяжем без изменения по 12 столбиков. Четвертый ряд. Делаем прибавки через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Провязываем столбик, в следующую петельку делаем прибавку. Опять столбик. У нас с вами 18 столбиков. Следующие 5 рядов мы вяжем без изменения по 18 столбиков. И при вязании последнего столбика мы меняем нитку на нитку желтого цвета. Провязали мы 5 рядов и поменяли ниточку. У нас с вами также по кругу остается 18 столбиков. И следующий у нас с вами 10 ряд. Мы вяжем без изменения 18 столбиков. Следующий 11 ряд. В этом ряду мы с вами делаем прибавки. Прибавку делаем через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков, делаем первую прибавку. Еще 5 столбиков, вторую прибавку. И еще 5 столбиков, третью прибавку. И у нас с вами получится 21 столбик. 12 ряд. Вяжем без изменения 21 столбик. И при вязании последнего столбика меняем желтую ниточку на розовую. 13 ряд. Вяжем без изменения 21 столбик розовой ниточкой. 14 ряд. В этом ряду мы с вами делаем 3 прибавки. Прибавку мы будем делать через 6 столбиков. Провязываете 6 столбиков, делаете первую прибавку, еще 6 столбиков, вторую прибавку, еще 6 столбиков, третью прибавку. И у нас с вами получится 24 столбика. У нас с вами 24 столбика. Следующие 4 ряда мы вяжем без изменения по 24 столбика. Довязали мы до конца. Маркер извлекаем, он нам не нужен. Берем расчесочку и расчесываем. Ножку расчесали, ворс вычесали. Теперь берем наполнитель и набиваем вот белую часть ножки. Набивайте плотненько. Мы с вами расчесали ножку, вычесали мех. Ножка набитая. Вам нужно будет связать еще точно такую же вторую. У меня уже она связана. На первой ножке я ниточку обрезала, на второй оставляем. Дальше мы с вами ножки будем соединять. Набираем 3 воздушных петли, петельки не затягивайте. 1, 2, 3. Подсоединяем вторую ножку и провязываем по ней 24 столбика. Вот эту, которую подсоединяем, мы с вами тоже считаем. Это у нас первая получилась. Провязали мы 24 столбика. Теперь очень внимательно провязываем 3 столбика по цепочке из воздушных петель. 1, 2, 3. И опять провязываем по второй ножке 24 столбика. Дальше нам нужно будет с вами довязать еще 3 столбика по цепочке из воздушных петель. Так,
Вяжем 1, 2 и 3. Ставим маркер. Это мы с вами провязали первый ряд туловища, ножки соединили. Будем считать, что это у нас первый ряд. Ножки соединили, у нас с вами по кругу получилось 54 столбика. С одной стороны 24, с другой 24 и по 3 столбика с этой и с этой стороны. Следующие 3 ряда мы вяжем без изменения по 54 столбика. Провязали мы с вами 3 ряда, вяжем следующий 5-й ряд. В этом ряду у нас с вами одна прибавка. Провязываете 26 столбиков, делаете прибавку и оставшиеся петельки довязываете до конца ряда. У нас с вами получится 55 столбиков. 6-й ряд. Провязываем 24 столбика. 24. Делаем прибавку. Дальше провязываем 5 столбиков. 5, 5. Давайте еще 2 столбика провяжем, то есть провязываем 7 столбиков. 6, 7. Провязали 7 столбиков. Делаем еще одну прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся столбики. Мы с вами сделали 2 прибавки. У нас по кругу 57 столбиков. Если где-то в процессе вязания вы потеряли петельку, просто сделайте прибавку. Если у вас вдруг появилась лишняя петелька, сделайте убавку. Здесь заметно не будет. У нас с вами 57 столбиков. Следующие 2 ряда мы вяжем без изменения по 57 столбиков. И при вязании последнего столбика меняем ниточку на зеленую. Провязали мы с вами 2 ряда розовой ниткой, поменяли на ниточку зеленого цвета. Вяжем следующий 9-й ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку мы будем делать через 18 столбиков. Провязываете 18 столбиков, делаете первую прибавку, еще 18 столбиков вторую прибавку и еще 18 столбиков третью прибавку. У нас 3 прибавки и по окончанию ряда получится 60 столбиков. У нас с вами 60 столбиков. Следующие 7 рядов мы вяжем без изменения по 60 столбиков. Провязали мы с вами 7 рядов. Следующий у нас 17 ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы будем делать через 8 столбиков. И у нас с вами получится 6 убавок и в конце ряда 54 столбика. Мы с вами сделали убавки. У нас по кругу 54 столбика. Следующий 18 и 19 ряд вы вяжете без изменения по 54 столбика. И при вязании последнего столбика меняем ниточку на ниточку желтого цвета. И дальше 20 и 21 ряд мы также вяжем по 54 столбика желтой ниткой. 22 ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы делаем через 7 столбиков. Провязываем 7 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 48 столбиков. У нас с вами 48 столбиков. Следующие 3 ряда мы вяжем без изменения по 48 столбиков. 26 ряд. В этом ряду мы с вами делаем убавку через 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 42 столбика. У нас с вами 42 столбика. Следующие 13 рядов мы вяжем без изменения по 42 столбика. Провязали мы с вами 13 рядов. Делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, закрепляем. Маркер извлекаем.
Теперь наша передняя часть туловища нужно будет расчесать расчесочкой и набить наполнителем. Плотность набивки у нас средняя. Вот мы с вами связали переднюю часть туловища. Вот что получилось. Сейчас мы приложим пока голову. Вот такая у нас большая альпака получается. Мы с вами связали переднюю часть туловища. Теперь мы будем вязать заднюю часть туловища. Берем зелененькую нитку, делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. 6 раз. Колечко затягиваем. Ставим маркер, чтобы определить начало ряда. И вяжем первый прибавочный ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончанию ряда у нас получится 12 столбиков. Второй ряд. Прибавки через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Провязываем столбик. В следующую петельку делаем прибавку. Провязываем 2 столбика. Опять провязываем третий ряд. Прибавки через 2 столбика. Провязываем 2 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 24 столбика. Четвертый ряд. Прибавки через 3 столбика. Провязываем 3 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 30 столбиков. Пятый ряд. Прибавки через 4 столбика. Провязываем 4 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 36 столбиков. Шестой ряд. Прибавки через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 42 столбика. У нас с вами по кругу 42 столбика. Следующие 3 ряда вы будете вязать самостоятельно. Седьмой ряд мы делаем прибавки через 6 столбиков. Восьмой ряд прибавки через 7 столбиков. И девятый ряд прибавки через 8 столбиков. И у нас с вами должно получиться по кругу 60 столбиков. Мы с вами сделали прибавки. У нас по кругу 60 столбиков. Следующие 12 рядов мы вяжем без изменения по 60 столбиков. Провязали мы с вами 12 рядов. Теперь мы поменяем ниточку на нитку желтого цвета. Эти 2 ниточки можно проложить сверху, чтобы не делать узелки. Так, зеленую мы сейчас с вами обрежем. Можно завязать. Давайте завяжем. У нас с вами также по кругу остается 60 столбиков. И дальше мы будем с вами вязать желтой ниткой. Нам нужно будет провязать 15 рядов по 60 столбиков. Мы с вами провязали 15 рядов желтой ниткой. Теперь мы нитку поменяем на розовую. Желтую нитку можно обрезать и завязать на узелок. У нас с вами по кругу по-прежнему остается 60 столбиков. Дальше мы с вами будем вязать 12 рядов розовой ниткой по 60 столбиков. Провязали мы с вами 12 рядов розовой ниткой. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем.
Маркер мы извлекаем. Берем расческу и начинаем вычесывать ворс. Заднюю часть туловища мы с вами расчесали. Теперь мы ее набьем наполнителем. Плотность набивки средняя. Дальше мы с вами будем вязать задние ножки. Задние ножки с 1 по 12 ряд вяжутся точно так же, как и передние. И при вязании 12 ряда последнего столбика нам нужно будет поменять ниточку на нитку зеленого цвета. Здесь у меня провязано 12 рядов. Мы с вами вяжем 13. У нас по кругу 21 столбик, и следующий ряд мы вяжем без изменения 21 столбик. 14 ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку мы делаем через 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков, делаем первую прибавку, еще 6 столбиков вторую прибавку и еще 6 столбиков третью прибавку. И у нас с вами получится 24 столбика. 15 ряд. Вяжем без изменения 24 столбика. 16 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Делаем прибавку. Дальше мы с вами провязываем 18 столбиков, делаем прибавку и довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Мы с вами сделали 2 прибавки, у нас по кругу 26 столбиков. Вяжем следующий 17 ряд. Провязываем столбик, делаем прибавку. Опять провязываем столбик, делаем еще одну прибавку. Дальше вяжем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков, делаем прибавку. Провязываем столбик, в следующую петельку опять делаем прибавку и довязываем оставшийся 1 столбик. Мы с вами сделали 4 прибавки, у нас по кругу 30 столбиков, и следующие 4 ряда вы вяжете без изменения по 30 столбиков. Провязали мы с вами 4 ряда. Вяжем следующий ряд. Провязываем 8 столбиков. 8. Провязали 8 столбиков. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и провязываем теперь 16 столбиков. 16. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Первую вот эту петельку пропускаем. Начинаем вязать со второй. Провязываем 14 столбиков. 14. Провязали 14 столбиков. Делаем воздушную петлю, поворачиваем. Опять вот эту первую петельку пропускаем. Начинаем вязать со второй. Провязываем 12 столбиков. 12. Делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем и закрепляем. Маркер извлекаем, нам не нужен. Дальше мы нашу ножку расчесываем, вытаскиваем ворс и набиваем наполнителем. Плотность набивки плотная у нас, плотно набивайте наполнителем. Ножку я расчесала, набила наполнителем. Вот такая у нас она получилась. Одну мы с вами связали, вторую вы точно такую же вяжете самостоятельно. Нам с вами осталось связать хвостик.
Берем белую ниточку, делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. Раз и 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер и вяжем первый ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И по окончанию ряда у нас получится 12 столбиков. Второй ряд. Прибавки через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Третий ряд. Прибавки делаем через 2 столбика. Провязываем 2 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 24 столбика. У нас с вами 24 столбика, и следующие 5 рядов мы вяжем без изменения по 24 столбика. Мы с вами провязали 5 рядов, вяжем следующий ряд. В этом ряду мы с вами будем делать убавки. Убавку мы будем делать через 2 столбика. Провязываете 2 столбика и делаете убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Следующий ряд. Убавку делаем через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 12 столбиков. Довязали мы с вами ряд до конца. Делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем и закрепляем. Ниточку прячем вовнутрь. Маркер извлекаем. Берем наполнитель и набиваем хвостик. Плотность набивки средняя. Вот такой хвостик у нас с вами получился. Мы с вами связали все части нашей альпаки. И сейчас мы ее будем собирать. Вначале мы пришьем голову. Возьмем туловище и определим, где у нас передняя, где задняя часть. Где мы с вами делали соединительный столбик, у нас осталась ниточка. Ниточку запрячем, это у нас задняя часть. Это передняя. Хорошо набейте шею наполнителем. Ворс можно расчесать, чтобы удобнее было пришивать. Альпака у нас получилась большая. И также на голове. Прикладываем. Ровно выравниваете, чтобы голова получилась посередине. Можно закрепить иголочками, можно просто держать и пришивать. Пришивать мы будем обычной швейной иголкой и белой ниточкой двойной. Так не будет заметно. И пришиваем маленькими стежками. Захватываем стежок на туловище и на голове. И по кругу пришиваем. Голову мы с вами пришили. Сейчас мы пришиваем вторую часть туловища. Я вот так вот вам поверну, покажу, чтобы было видно. Берем наше туловище. Также, где мы делали с вами соединительный столбик, ниточку обрезали, это у нас низ. Ниточку мы прячем. Туловище нужно будет хорошо еще набить наполнителем. Прикладываем туловище вот как раз к этому месту, где у нас соединяются ножки. То есть выше не нужно, прямо вот в этом месте. Можно заколоть иголочками, если вам так удобнее будет. Потому что, давайте вот так вот поразворачиваю, вам покажу, как оно получается. Пришиваем мы также обычной швейной иголкой и белой ниткой. Пришьете поверху до низа. Чуть-чуть здесь оставите расстояние, пришивать не будете. И еще набейте наполнителем, чтобы туловище хорошо держало форму. Пришили мы вторую часть с вами туловища. Лама даже не помещается у нас в камеру. Нам осталось пришить ножки и хвостик. Ножки прикладывайте. Давайте я ее поставлю, чтобы вам было видно, как пришить. Лама должна у нас стоять с одной стороны, и также
ставите ножку с другой стороны и пришиваете. И вот здесь вот кверху пришиваете хвостик. Ну вот мы с вами связали нашу альпаку. Давайте мы ее посмотрим. Она у нас получилась большая, в высоту 40 сантиметров, в длину 30. Сейчас мы ее с вами повернем. Чтобы было все видно. Мне было очень приятно, что вы вязали вместе со мной. Жду вас на новые мастер-классы. Веселых и легких вам петелек!